Друзья, я точно знаю, что многие из вас давно мечтают узнать побольше интересных фактов о мире животных, а кого-то интересуют необычные уголки нашей планеты. Кто-то мечтает узнать, какое же самое популярное видео на ютубе. Стоп! Я думал, мое самое популярное видео на ютубе. Ладно, разберемся с этим позже. А пока я хочу порекомендовать вам канал ТОП-5 фактов. Тайны человечества, интересные факты и многое другое вы сможете найти на этом канале. Подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик. Ссылка на канал в описании под этим видео. Ты чувствуешь сильное сердцебиение. Тебе кажется, что тебе нечем дышать. Твое тело перестало тебя слушаться. Тебе кажется, будто ты погружаешься во тьму. Но я расскажу тебе, как с этим справиться. Друзья, всем привет! Мои подписчики, те, кто в курсе всех событий в моей жизни, уже давно просили поделиться опытом борьбы с паническими атаками. Но если ты зашел на это видео, если ты попал на это видео, то, думаю, ты тоже ищешь данный способ, как избавиться от панических атак. Либо YouTube тебе случайно выдал эту фигню в рекомендованных видео. В любом случае, каким-то образом ты здесь оказался, так что придется тебе смотреть это видео. И не вздумай его переключать. Не переключайтесь. Сразу хочу тебя предупредить, что я не врач. В любом случае, прежде чем что-то делать, тебе я настоятельно рекомендую проконсультироваться с врачом и хорошенько проверить свой организм. Я лишь делюсь своим опытом борьбы с данным расстройством. А у меня, как я думаю, ты заметил, может быть куча панических атак. Да я просто, сам ходячая паническая атака. Если не сам атакуюсь, так атакуются те, кто видит меня. Итак, давай все-таки разберемся, что же такое паническая атака. Для начала, чтобы у тебя не появилась еще одна фобия, хочу тебя успокоить. Паническими атаками страдает очень много людей. С чем это связано? Да, с тем, что у нас, наверное, сейчас очень активный ритм жизни. Люди все время несутся куда-то, не успевают на работу. Особенно эти явления очень часто выявляются в крупных мегаполисах, таких как Москва, Санкт-Петербург и так далее. Из-за быстрого ритма жизни люди все время куда-то торопятся, спешат, ничего не успевают, и из-за этого испытывают постоянный стресс, постоянное какие-то нервозные состояния, и организм просто-напросто к ним привыкает. Люди, которые попали в эту западню, которые попали в панические атаки, в видеосети, они не могут нормально жить. Может быть, начинается потихоньку, человек как бы этого не замечает, но постепенно паническая атака как ком может нарастать, и уже человек не может вести тот свой привычный образ жизни, который он вел раньше. Я даже знаю таких людей, которые утром просыпаются, и они даже не могут встать с своей кровати из-за панической атаки. Давай на сотен! Держи телевизор! Спасай медвежонка! Брось меня и беги в шкаф! С чего начинается паническая атака? Паническая атака начинается у всех по-разному. Но в основном она всегда цепляется за события, которые шли перед ней. Предположим, если у человека копились стрессы, постоянно там на работе, еще где-то в семье, и в один прекрасный момент он летел как-то, предположим, на самолете. Никто не знает, как самолет летает. Какие-то два придурка 100 лет назад слепили хрень из картонной веревки и, сука, взлетели! И никто не врубает как! И попал, допустим, в турбулентность, либо еще какие-то были неприятности. И испытал сильный стресс, сильный испуг,
то с этого момента его может начать преследовать паническая атака. Она может начаться с того, что человек просто будет бояться летать на самолетах. Но постепенно она может перерасти в боязнь ездить на лифте, а дальше боязнь выходить на улицу. И это все будет нарастать как большой ком. Ты, наверное, сейчас подумал, что я говорю не про панические атаки, а именно про фобии. Нет, понимаешь? Панические атаки, они появляются из-за наших фобий. То есть мы чего-то боимся, испытываем испуг, испытываем стресс, и потом это все накапливается и перерастает в панические атаки, которые нас атакуют уже потом, без причин и в любое время. Мы можем даже проснуться сквозь сон и начать атаковаться. Самым главным страхом, самой главной фобией панической атаки, для чего она появляется, это страх самой смерти. То есть человек боится смерти, и из-за этого приходит паническая атака. Я сейчас кратко постараюсь перечислить симптомы, которые известны мне. Я могу половину из них забыть, потому что говорю на память. Я старался, записывал, но я могу их забыть. Итак, первый симптом, который мне приходит на память, это потливость. То есть, испытывая паническую атаку, человек начинает активно потеть. Это может быть потливость рук, по ладоням прям стекает пот. Может быть любая другая потливость, неважно, но она присутствует всегда. Второй симптом – это учащенное сердцебиение. Кажется, что будто тебя всего трясет под ударами собственного сердца, как будто он сейчас выпрыгнет у тебя из груди. Третий симптом – это нехватка кислорода. Из-за того, что сердце активно бьется так сильно, как будто во время пробежки. Ты, наверное, думаешь, откуда мне знать? Я же никогда не бегал. Но вот представь себе, когда испытываешь панические атаки, то можно даже почувствовать, что такое активно побегать. Четвертый симптом – это головокружение. Ну конечно, куда же без него. Если сердцебиение учащенное, что прям выпрыгивает, а дышать тяжело, то, конечно же, тут добавится и головокружение из-за нехватки кислорода. Но поверь мне, кислорода тебе хватает выше крыши, и с сердцем у тебя в этот момент все в порядке. Просто из-за того, что у тебя сильно бьется сердце, и ты учащенно дышишь слишком быстро и стараешься набрать больше воздуха, у тебя идет расширение сосудов головного мозга, и из-за этого может покруживаться голова. Пятый симптом – это оцепенение. Но когда все приходит, все предыдущие симптомы, сердцебиение учащенное, нехватка кислорода, головокружение, приходит, конечно же, оцепенение. Тело становится как ватное, тяжело идти, тяжело двигаться. Это все признаки панической атаки. Также еще у некоторых людей бывает сухость во рту, дрожь в теле, естественно. Может начать морозить, может появиться головная боль от того, что сосуды расширяются и ты часто дышишь. Людей, которых во время панической атаки очень сильно трясет, может также преследовать и легкое покалывание кожи во всем теле, как будто мелкими-мелкими иголочками тыкают по телу. Ощущение не из приятных, честно сказать, сам через это проходил. Но и заключительным этапом может быть, но это очень редко, потеря сознания. У меня на мою практику было, по-моему, 2 или 3 раза, когда я терял сознание из-за панических атак. Еще один немаловажный симптом – это помутнение рассудка. То есть надо осознавать в этот момент, что это просто всего лишь паническая атака. Но это опять же повторюсь, если вы уже проверили себя, свой организм и уверены, что у вас нет никаких серьезных заболеваний. Многие люди во время панической атаки не отдают себе отчет, что они делают. Они просто хотят избавиться от данного неприятного симптома, симптоматики, и пытаются даже вылезти в окно, подышать, хотя живут на 10-м этаже. А это риск, опасность вывалиться с 10-го этажа. То есть люди делают какие-то необъяснимые вещи для того, чтобы успокоиться. Так что старайся сохранять самообладание и не натворить делов.
Ну, про симптомы я рассказал. Теперь хочу сказать обязательно, как я уже упоминал ранее, прежде чем что-либо делать и бороться с панической атакой, обратись к врачу, обратись к специалисту, проверь сердце, проверь головной мозг, проверь сосуды, сдай анализ крови, убедись, что нету никаких серьезных патологий или каких-то заболеваний. Ведь то же самое учащенное сердцебиение может быть признаком какой-то болезни. Но если ты уже побывал у врача и у тебя все в порядке, то продолжай смотреть дальше это видео. Тебя, наверное, очень сильно мучает вопрос, что же такое происходит с твоим организмом, что тебя так колбасит. Ну, это естественный вопрос, меня это тоже беспокоило, когда меня так колбасило. Во всем виноваты гормоны. Гормоны в твоем теле. Я думаю, каждый человек, взрослый человек, хоть чуть-чуть, который подкованный в медицине, знает, что такое адреналин. Что? Я не понял. Так вот, в нашем организме есть такие надпочечники, или я не знаю, как их называют, по-другому, об этом тебе может рассказать врач, а я повторюсь, я не врач. В общем, эти надпочечники выбрасывают огроменную тучу адреналина в нашу кровь. Этот адреналин выбрасывается, когда мы смотрим, допустим, фильмы ужасов. И в определенный момент выскакивает какое-нибудь чудовище или привидение из-за угла и сильно нас пугает. У нас начинает учащенно биться сердце, мы, может быть, долю секунды, секунды 2 нам тяжело дышать. Это нормальное явление для человека, для обычного здорового человека. Но для человека, который страдает паническими атаками, это явление может усиливаться до минуты, до 2 и так далее. Поэтому люди, которые болеют паническими атаками, стараются как-то меньше смотреть фильмы ужасов, то есть стараются не провоцировать приход своих панических атак. Ты меня спросишь, что же мне делать с этими гормонами? Как мне привести свой уровень адреналина в норму? Об этом мы поговорим в следующих моих видео, а также я расскажу о том, с чего начались панические атаки у меня и как они проявлялись, есть ли они у меня на данный момент и как я с ними справляюсь. Спасибо, что ты посмотрел это видео. Если оно было тебе полезным, то поставь лайк и поделись им с друзьями. Ну и, конечно же, мне было бы очень интересно узнать, какие симптомы есть у тебя, страдаешь ли ты этим заболеванием или просто пришел сюда на это видео случайно. Также подписывайся на канал и не забудь поставить колокольчик, чтобы узнать о выходе нового видео. Ну а я со всеми прощаюсь. Всем пока и до новых встреч.